Это последний ролик, и я могу быть свободен, ведь так? Вы ждали, вы просили. И вот этот момент настал. Долгожданный ролик о легендарном канале, подаривший нам беззаботное детство. Да, речь идет о канале Jetix. Пристегните ремни, ведь мы взлетаем. Этим утром начни свой день вместе с Jetix. Totally Spice! Далее на Jetix! Сейчас мы окунемся в мир шпионских приключений с легендарным мультсериалом. Французско-канадский анимационный сериал, который вышел в 2001 году. Сюжет рассказывает о трех подругах – Сэм, Кловер и Алекс. Днем они обычные школьницы из Беверли-Хиллз, а ночью – суперагенты тайной организации ВУП, или по-русски ее перевели как ВОЗЛ – Всемирная организация защиты людей. Эта организация борется с преступностью по всему миру. Шпионки также не забывают про учебу, шопинг и свидания с парнями. Если вдруг кто забыл, напоминаю характеры главных героинь. Сэм часто берет на себя роль лидера и стратегического планировщика команды. Что случилось? Ты забыла комбинацию цифр? Забыла комбинацию цифр? Это самый глупый вопрос из всех, которые ты задавала, Кловис. Кловис? Сэм, ее зовут Кловер. Я так и сказала, Аллегра. Кловер – модница и поклонница шопинга. Кловер обладает остроумием и находчивостью, которые помогают ей в самых сложных ситуациях. Она мне нравилась больше всех. Я опять выиграл. Да, ледниковый период будет долгим. Извините, что помешали. Алекс – спортивная и энергичная. Алекс – сердце команды, всегда готовая поддержать подруг и справиться с любыми испытаниями. Ну и, конечно, их несменный лидер – Джерри. Он такой чопорный англичанин со своим чувством юмора, за что и не раз над ним подшучивали шпионки. Хотя и сам Джерри не такой уж мягкотелый дядя. По нему видно, как он смакует каждый раз, когда вызывает шпионок на базу с самыми изощренными способами и в самый неподходящий момент. Я рад, что вы заглянули, девочки. В третьем сезоне появляется искусственный интеллект Глэдис, которая также разбавляет все уже своим юмором, еще более холодным по сравнению с Джерри. Нет, Джерри, ты здесь больше не начальник. Самая большая опухоль всего мультсериала – это Мэнди, которая бесила меня, скорее всего, как и остальных, своими провокационными действиями. Она, кстати, в одной серии также была шпионкой, после чего ей стерли память. Ну, на это задание я в пролете. Я еще не успела показать свой новый наряд. Также была еще одна шпионка – Бритни. Она выделялась своими еще более выдающимися навыками, нежели остальные девочки. Однако это не помешало им по итогу подружиться. Меня оторвать от тренировки может только хорошая партия в шахматы. Мультсериал был принят очень хорошо в большом количестве стран. Хоть ставка и была сделана на девочек, он нравился и мальчикам. Рейтинги показывали, что как раз 50% девочек и 50% мальчиков смотрят мультсериал, хоть и втайне от всех. Шпионки в действии! Присоединяйся к ним и их уху! Хождением по магазинам и романтическим приключениям! Totally Spice! Только на Jetix! Иногда здесь встречаются действительно крутые серии со своими обаятельными злодеями.
Также могут удивить их злодейские поступки и замыслы, либо наоборот, они могут казаться до того безумными, что могут вызывать только кринж. Съела одно печенье, и меня исключили из бригады. Они разрушили мою жизнь. Создатели Винсент Шавлон де Марсей и Дэвид Майкл решили создать Totally Spice, так как на тот момент рынок мультсериалов для девочек был совсем пуст, и они не прогадали. Им удалось смешать европейскую, американскую и японскую стилистику в одном флаконе и выдать шикарный продукт. Вдохновлялись они, конечно же, шпионскими экшенами вроде Джеймса Бонда и в большей степени ангелами Чарли. Ну а также большим открытием для меня стало, что очень большое влияние на них оказало аниме «Кошачий глаз». Однако в аниме девчонки были воровками произведений искусства, но с благими целями. В одной серии появляются другие шпионки, бывший подопечный Джерри, который их очень обожал, пока они не пропали. Их образы мне как раз таки напоминают девчонок из «Ангелов Чарли». Мы шпионы из Организации по защите человека. Еще были интересные моменты в конце эпизодов, которые добавили в 3 и 4 сезоне. Позже от них было принято решение отказаться. Если честно, меня тошнит от всех этих способов накачаться, скачаться, набрать вес, сбросить. Плюс ко всему, в 2009 году вышел спин-офф мультсериала под названием Amazing Spice через Z. К этому моменту канал Jetix уже потихоньку закрывался, поэтому малолетние шпионы выходили на канале Гулли. Стилистика сериала стала более богата на детали, но истории и шутейки опустили на уровень 5 класса. Конечно же, здесь появляются всеми любимые шпионки, а руководит, как всегда, несмертный Джерри. Что по поводу Totally Spice? Они растянулись на 6 сезонов, и в этом году вышел 7 сезон с обновленным дизайном, который выглядит довольно приятно, а также анонсировали уже и 8 сезон. Девочки, мы отстойные агенты. Вот это повезло! Я не про миссию. Смотрите! Там фургон с мороженым. Вдобавок к новым шпионкам заанонсили и новую игру по ним, которая должна выйти в октябре. Вообще, компания, которая занималась производством, ранее известная как Marathon Media, ныне называется Banijay Kids and Family, подарили нам довольно много классных мультсериалов, которые также транслировались на канале Jetix. Пройдемся и по ним тоже, там есть что вспомнить. Настоящая жемчужина начала 2000-х годов, о которой многие позабыли, либо вообще не знали. Хоть он и транслировался на канале Jetix, русского дубляжа я так и не нашел. Мультсериал о тайнах и паранормальных явлениях. Мартин Мистери. Сходу мы обращаем внимание на отличительную черту в анимации Marathon Media, которую очень сложно спутать с другими произведениями. Мартин Мистери также является канадско-французским мультсериалом, как и Totally Spice, который впервые появился на экранах в 2003 году. Сюжет основан на итальянском комиксе «Мартин Мистери». Но не думайте, что это просто экранизация. Нет, создатели мультсериала добавили свои нотки, приправив исходный материал щепоткой подростковой драмы и горсткой юмора. Например, в комиксе у Мартина не было сводной сестры, а в мульте есть. Главный герой Мартин Мистери – обычный старшеклассник, ну, почти обычный. На самом деле он работает в центре, очень оригинальное название, секретную организацию, занимающуюся исследованием паранормальных явлений. Вместе с ним в команде его сводная сестра Диана Ломбард или Ломбард и добродушный, но немного неуклюжий неандерталец Джава, которому уже 200 тысяч лет. Их приключения часто приводят к неожиданным, а порой и абсурдным ситуациям, что делает мульт более интересным. По большей части всю основную работу выполняет сам Мартин. У него единственного на руке U-Watch, своеобразный ящик Пандоры, из которого можно достать все необходимые предметы для расследования. Также в большинстве случаев он разгадывает загадки, так как подписан на журнал Paranormal Monthly. На этом журнале делается забавный акцент в виде рекламы.
Paranormal Monthly. Every issue comes with a wealth of information and a toy surprise. Of course. Короче говоря, Мартин Мистери – это смесь Скуби-Ду и секретных материалов в подростковом сеттинге. Мульт удачно смешивает элементы научной фантастики, мистики и комедии. Каждая серия – это новая тайна, новая угроза и новый вызов для героев. Время от времени встречаются очень познавательные эпизоды. При этом сериал не забывает про юмор, иронизируя над самим собой и жанровыми клише. Честно говоря, у меня вроде бы даже есть какие-то обрывки воспоминаний, что я видел этот мультсериал, но почему-то я ничегошеньки не помню. Возможно, только лишь главный герой мне кажется знакомым из-за кроссовера с Totally Spies. Мартин появляется в одной из серий и сразу же влюбляется в Кловер. Однако позже, в конце, он больше сходится с Алекс на теме комиксов и видеоигр. На кого ты работаешь? Ты не похож на агента Возл. Возл? Скукота! Я из центра. Мы расследуем все паранормальные явления в мире. Мульт оказался более интересным, нежели казался в начале. Я посмотрел несколько серий и могу сказать, что в историях здесь все ок. Однако в анимации есть просадки, будто он немного недоделан. Это заметно по некоторым скудным сценам. Хотя, возможно, это уже мои придирки, и на момент выхода все было норм. По поводу мульта могу сказать, что он учит нас быть открытыми для новых знаний, не бояться неизвестного и всегда сохранять чувство юмора. Даже в самых странных и пугающих ситуациях. It could still work out. Hunter could help you juggle your busy schedule. Now that's what I call amusing. Team Galaxy. Далее на Jetix. Следующий мультсериал, над которым удалось поработать создателям Totally Spies, Винсент Шавлон де Марсей и Дэвид Майкл отправят нас в космос с мультсериалом Team Galaxy. Отличная анимация, которая стала выглядеть еще более качественно. На этот раз у нас снова трио главных героев, которым посчастливилось учиться в галактической школе. Джош – шальной лидер. Он предпочитает практическое обучение, нежели теория. Сын директора школы. Он часто сталкивается с проблемами из-за своей независимой натуры, но всегда готов к действиям в опасной ситуации. Я понял. Вспышка. Закройте глаза. Йоко – мечтательная и жизнерадостная, стремится стать популярной. Она холерик по всем фронтам. Но это не отменяет того факта, что ее навыки помогают команде достичь успехов. Похоже, Джош был прав. Роль популярности преувеличивают. Брэд – самый молодой и умный член команды, который часто чувствует себя недооцененным из-за своего роста и возраста. Он серьезен и часто выступает голосом разума среди троицы друзей. Похоже, ты нарушила и второе правило. В мультсериале совмещают обычную подростковую жизнь с обязанностями космических маршалов. Они участвуют в различных межгалактических миссиях, сражаются с инопланетными преступниками, исследуют космические аномалии и защищают Землю от угроз. При этом им приходится справляться с типичными тинейджерскими проблемами, вроде учебы, личной жизни и статуса в школе. Привет, Джош! Будешь с нами? Подмени меня. Герои постоянно балансируют между веселыми приключениями и серьезными испытаниями, демонстрируя командный дух и дружбу. Если честно, то мне показался этот мультсериал немного скучным. Вроде бы ребята должны были показать широкий спектр космической необъятности, а по итогу все сводится к банальной защите планеты от космических угроз. Добро пожаловать в галактическую школу, где уроки обычными не бывают. Позвольте директору прервать ваше занятие важным сообщением. Требуется команда добровольцев для особо важного задания. Только не меня, пожалуйста. Трое студентов, играющих по своим правилам. Ошибкам нету места, когда пытаешься спасти Вселенную. Но даже космические маршалы должны делать домашнее задание. Живо туда летите, забирайте мою одежду и возвращайтесь в галактическую школу. Смотри новые серии Team Galaxy, начиная в понедельник в 15:50 только на Jetix. Кстати, к мульту у меня есть пару вопросиков.
Как так получилось, что школьники охраняют всю планету? Где остальные школы? Почему нет других защитников Земли? Что это значит? Бред какой-то. Тем более их отправляют на смертельные миссии, откуда они могут и не вернуться. Я понимаю, что это же мультфильм, тут все несерьезно. Однако это странный ход взять целую планету и поставить на защиту одну школу, и то детей, которые хоть и учатся быть защитниками своей родной планеты, но вот только они все еще дети, и заниматься такими вещами, как по мне, было бы лучше все же взрослым и опытным пилотом. И так оказалось, что я такой не один, если учитывать тот момент, что мультсериал продержался всего 2 сезона. Далее на Jetix Monster Buster Club. Следующий мультсериал также от студии Марафон Медиа. На этот раз команда решила создать мультсериал, но уже с применением 3D-анимации. Monster Buster Club. Когда я только нашел этот мульт, он мне казался новым, и походу я его вообще не смотрел. Это пока я не начал его смотреть. И как оказалось, что я все же смотрел его, но не помню оттуда ничего. Только увидев эту девочку, Кэти Смит, осознал, что все же я смотрел. А когда же я увидел ее дедушку, все сомнения моментально улетучились. Точно смотрел, но из памяти все пропало. Ладно, перейдем к завязке сюжета. Кэти и ее дедушка Хьюго, оба инопланетяне, отправлены в город под названием Синглтаун, или Одинокий город. Их миссия — реформировать клуб, существующий уже 100 лет. С момента своего создания Monster Buster Club должны изгонять НЛО из Синглтауна. Почему-то им очень нравился этот город. Нам, к сожалению, так и не объяснят, почему. Мы познакомились недавно на его концерте. Мой Мучи — величайший оперный певец галактики. Инопланетные существа долгое время прятались в городе и никак не светились. Буквально. В один момент казалось, что город очищен от злых захватчиков, поэтому можно закрывать деятельность компании Monster Buster Club. Однако, спустя время инопланетяне снова начали возвращаться в тихий городок. Большинство зеленокожих ведут себя аккуратно, смешиваясь с толпой или прячась, но у других иные цели. Они хотят захватить Землю, начиная, конечно же, с Синглтауна. Ведь в этом мире нет других городов. Внимание! Сейчас я заставлю свою помощницу исчезнуть. Ближе к борту. Кэти и ее дедушка выбрали 3 детей из Синглтауна: Сэма, Криса и Дэнни, чтобы вместе сражаться с монстрами в качестве нового поколения членов клуба охотников на монстров. Теперь им всем вместе нужно дать отпор НЛО и очистить город. Те самые 3 детей – новые охотники. Крис – скромный и интеллектуальный юноша, который всегда найдет выход из любой ситуации с помощью своего ума. Даже чересчур спокойно, за исключением повышенной сейсмической активности в прошлый вторник. Сэм – смелая и решительная девушка, всегда готовая вступить в бой и защищать своих друзей. Тебе что, не говорили, что плеваться нехорошо? Дэнни – юморист и балагур, без которого любые приключения были бы намного скучнее. Если с тобой что-нибудь случится, это разобьет мое сердце. Не могу ничего сказать особенного про этот мульт, кроме того, что он показался мне скучноватым. Однако видно, что ребята старались сделать нечто новое, нежели классическую 2D-анимацию с ноткой аниме-стилистики. К сожалению, мне этого не хватило, чтобы мульт удержал мой интерес, а тем более задержался в памяти. В любом случае, компания Марафон Медиа внесла внушительный вклад в историю Jetix, что мы до сих пор вспоминаем эти анимационные работы. В большей степени, конечно, шпионок с их очаровательными характерами. Будем ценить и дальше работы, которыми одарила нас эта прекрасная французская компания.
changes coming your way. More of your favorite shows jam-packed into JetX. Upgrading to the next level. JetX. Поговаривают, что те, кто не проматывает рекламу, сопутствует удача. На очереди на Jetix таракан-робот. Когда думаешь о тараканах, первое, что приходит на ум, так это найти тапок и поскорее замочить их. Но канадский мультсериал переворачивает эти представления. Таракан-робот. Первое, что мне вспомнилось, за что я любил этот мультсериал, так это за миниатюрные города, созданные с помощью разного рода вещей, вроде спичечных коробков или банок от консервов. В детстве хотелось, чтобы и у меня был такой городок, в котором будут гулять не тараканчики, а все же маленькие человечки. Кстати, мою детскую мечту воплотили в мультсериале «Солнечные противоположности». Напомню, в чем тут весь сыр-бор. У нас есть таракан-робот, который стал таковым не по своей воле. Звать его Руби. Над ним проводили эксперимент с установкой различной техники и имплантов. Но только после своего побега и случайного попадания в розетку, где активировались его способности к перевоплощению, он и стал тем самым робот-тараканом. Все это нам напевают в начале каждой серии. Но из ловушки он сбежал, в розетку сразу же попал, удары током. Сам по себе Руби очень нарциссичен и глуповат, что не мешает ему использовать свои способности для совершения добрых дел, помощи другим тараканам и борьбе с преступностью. Чего нельзя сказать о его брате Редже. Он старше Руби и противоположен по характеру. Он эгоистичен и меркантилен, желает разбогатеть на новых способностях своего брата. Но это здорово. Мы можем получить наши денежки? Вы не получите денег. На что Руби всегда отвечает: «Доброе дело само по себе награда». На протяжении 3 сезонов в наших широтах 1 и 2 сезон совместили в один, будут попадать в разные нелепые и забавные ситуации. Иногда интересные, иногда не очень. Большую часть сюжетов выделена на важность братской любви и поддержки. Несмотря на свои различия, Руби и Редж всегда помогают друг другу и находят выход из самых сложных ситуаций. Поверь, мне даже больнее, чем тебе. Получай! Перестань бить себя! Перестань бить себя! Мультсериал также умело использует элементы научной фантастики, играя с идеей того, как технологии могут изменить обычные вещи. Это добавляет глубину и позволяет задуматься о том, как современные достижения могут влиять на нашу повседневную жизнь.
Кстати говоря, мультсериал основан на реальном эксперименте японцев над тараканами, которым имплантировали камеры и мини-компьютеры, а позже отправили их в зоны бедствия искать признаки жизни. На сегодняшний день эксперименты над тараканами не останавливаются, и можно найти кучу статей на тему. Но мы все же вернемся к таракану-роботу. В некоторых сериях мы можем наблюдать отсылки на популярные передачи, вроде рестлинга в 11 серии первого сезона, и в 12 серии первого сезона делается отсылка на Супермена. И у меня есть мечта раскрыть тайну и узнать, кто же такой на самом деле наш супергерой. Таракан-робот. Ты что, с ума сошла? Вот он, таракан-робот, прямо здесь. И еще в одной серии делается отсылка на 10-й фильм о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любит». Несмотря на то, что мультсериал был нацелен на детскую аудиторию, он также получил признание среди взрослых, благодаря своему многослойному юмору и интересным сюжетам. Робот-таракан стал культовым явлением и продолжает оставаться в памяти зрителей даже спустя годы после выхода. Смотри, смотри, это летний лагерь, остров Джетикс, омытый солнцем. Там гаджеты-гаджетины. И там идет крутая тусовка. Таракан-робот играет в джунглях, а также его дружки. Все новых приключений. Им надо найти. Пещеры рыщет Тутенштейн. Идет ли путь назад? Он погружен в историю и ищет все подряд. Этот мультсериал транслировался с 2002 года, но в Европе и в России в том числе еще работал канал Fox Kids. В моих воспоминаниях я смотрел этот мультсериал на канале Jetix. Именно поэтому я решил его внести в этот список. Тем более многие писали в комментариях, почему ты не добавил этот мультсериал в ролик про Fox Kids. Исправляюсь. Изначально Свин-Сити должен был называться «Три поросенка», но по понятным причинам от этого решения было принято отказаться. Взрослых зрителей просим на время отвернуться. Прощайте ключи! У нас тут главный герой – свин Майки, которого отправили из деревни жить в город. Я не городской. Да-да, я фермер, провинциал, деревенщина. Вместе со своим двоюродным братом Реджи и сестрой Мартой. Они богатенькие, и это можно понять потому, что вместо родителей, которые вечно на работе, есть другие свиньи, они же и заменяют родителей. Также это является стёбом на типичные истории такого типа, что богатеньких детей родители работают и совсем не уделяют им внимания. Ну, это база. Мы с мамой созвали вас, чтобы похвалить за потрясающие результаты. Даешь? Дэйв? О, папа! Еще один стереотип всех историй, где фигурирует школа или любое другое учебное заведение. В таких местах есть самый классный парень, который нравится всем. Эдакая звезда школы. И куда же без самой главной красавицы в школе, по которой сохнет главный герой. У нас столько общих интересов. Крутые шмотки и новые зубные пасты. Вот только сейчас мне пришла мысль, а почему таких самых крутых всегда изображают голубоглазыми, светловолосыми? Ну и, конечно, самое интересное в этом мульте то, что все здесь связано или смешано со свиной тематикой. Обратите внимание, Марту озвучивает Джесси из «Деток из класса 402». Или мне это только показалось? Но если я застукаю тебя за джентльменскими ужимками, ты до конца жизни своей будешь биться в агонии. Так, взял под руку. Еще мне понравилась вступительная музыкальная тема. Хард-рок и все производные рока. Сейчас смотреть мультсериал оказалось легко и интересно, нежели в детстве. Возможно, это из-за того, что сейчас я начал замечать разные мелочи, на которые раньше мне было пофиг. Обратил внимание, что многие пытаются через комменты искать мультфильмы, которые они забыли, или пытаются вспомнить по описанию. Именно для вас я создал телеграм-канал, чат, группу, можете называть как хотите. И там мы попробуем найти мультфильмы по вашему описанию. Ссылку я оставлю в описании. По ту сторону солнца есть мир, в котором людей не считают за людей. И всем правят мутанты. Из запутанной паутины невероятных фантазий приходит герой, которому придется вновь посмотреть в лицо своей судьбе.
начинается новая история. Вы не поверите своим глазам. Spider-Man Unlimited по субботам и воскресеньям в 11:55 и 17:55 на Jetix. Очередной мультсериал, который запомнился мне своим появлением на Jetix. Но по всем источникам кажется, как будто он там и не выходил вовсе. Можете закидать мне тухлыми помидорами, но мне нравится эта версия Человека-паука. Тем более, это второй мультсериал, который я видел про дружелюбного соседа. Непобедимый Спайдермен. Самое интересное в этом мультсериале то, что изначально у создателей была идея создать малобюджетный мульт на основе комиксов Amazing Spider-Man, но на тот момент Sony и Marvel уже заключили договор о создании фильма. Поэтому использовать классический костюм создатели не могли, и они придумали свой. Хоть и выглядит мрачно и темно, мне очень нравился. Новый костюм, созданный на основе наночастиц, который мог меняться в зависимости от ситуации. Костюм мог становиться невидимым. Это была революционная идея для того времени, которая принесла свежий взгляд на персонажа. И еще был добавлен маленький плащ. Новейшая, полностью оснащенная модель на основе нанотехнологии тайно позаимствована из лаборатории Рида Ричардса. Также был добавлен новый конфликт. Человек-паук теперь находится на антиземле или контрземле, где обитают в основном звероподобные люди под властью высшего эволюционера. Здесь его прозвали высшим разумом. Чтобы обрести рай, я должен построить его сам. Обычные, неантропоморфные люди здесь считаются низшей формой, поэтому прибывший Человек-паук решает присоединиться к повстанцам и помочь победить тирана. Как вообще Человек-паук попал на контрземлю? Во время запуска ракеты с миссией Джона Джеймсона на контрземлю Человек-паук попытался помешать Веному и Карнажу сесть на шаттл, и они всей компанией отправились на другую сторону от Солнца. По прибытию Джона Джеймсон показывает себя героем и присоединяется к сопротивлению, а Человеку-пауку ничего не остается, кроме как помочь ему, решить проблему и улететь обратно домой. То есть как не вернешься на Землю? Я же за тобой явился. Спасибо тебе, Мухолов. Но тут еще много дел. В этом мультсериале много нового, что кажется немного странным. Например, Зеленый Гоблин здесь теперь друг. Придется пойти на то, о чем ни один сверхчеловек не помышляет. О, однако здесь дует. А некоторые виды злодеев могут как порадовать, так и вызвать недоумение. В любом случае, мне мультсериал нравится. Вступительная музыка просто пушка. Можно слушать и отдельно от мультсериала. Несмотря на все инновации и интересные сюжетные ходы, Spider-Man Unlimited не получил широкого признания. Мультсериал был отменен после первого сезона, и многие фанаты до сих пор считают, что ему не дали шанс раскрыться полностью. Некоторые критики утверждали, что сюжет был слишком запутанным и отличался от канона комиксов, что могло оттолкнуть давних поклонников Человека-паука. Другие же, наоборот, оценили смелые эксперименты и новый взгляд на известного героя. О, помнится, все высмеивали мой костюм с дистанционным управлением. Пускай теперь посмеются. Несмотря на свой короткий срок жизни, мульт оставил свой след в истории. Он показал, что даже такие культовые персонажи, как Человек-паук, могут быть переосмыслены и представлены в новом свете. Людям теперь другое нужно. Они хотят знать побольше о личной жизни Спайдермена. Многие идеи и концепции из этого мультсериала позже перекочевали в другие проекты, показывая, что экспериментировать и выходить за рамки канона иногда полезно. И еще одна вещь меня не слабо так удивила. После выхода мультсериала были выпущены комиксы по нему. Обычно происходит наоборот, а тут вот так. Для меня это было нечто нестандартное. Ну и, конечно же, позже этот образ появился в мультсериале «Человек-паук через вселенные», за что даю отдельный респект. Присоединяйся к приключениям гаджета Гаджетин на очереди Jetix Play. Я взял этот мультсериал, чтобы самому ознакомиться, так как я его не смотрел, либо я его просто-напросто не помню. Тем более порадовать людей, которые писали о нем в комментариях.
Спин-офф популярного мультсериала «Инспектор Гаджет». Гаджет и гаджетины. На этот раз все осталось почти так же, как и было в оригинале, но с некоторыми дополнениями. Во-первых, добавили новых роботов-гаджетинов, внешне похожих на самого Гаджета, которых создала племянница Пенни. Во-вторых, теперь в мульте нету песика Брейна и шефа полиции Куимби, хотя в некоторых эпизодах о них есть упоминания. В-третьих, главный герой теперь здесь полковник Нозер, с намеком на его большой нос. Он время от времени пытается и сам участвовать в миссиях, но обычно попадает в просак из-за своей глупости. Однако есть одна вещь, которая мне не понравилась. Это визуальный стиль. Он будто сделан из-под палки Диснея. Есть такой яркий, дизайн персонажей похож на другие работы Диснея. И вообще он выглядит так, будто сделан для более младшей аудитории, в которой шутки уж слишком поверхностные, либо юмор исключительно физический. Мне такое не прельщает. Ладно, парни, давайте соберем отходы. По сюжету Гаджет по-прежнему неуклюжий, но невероятно добрый и преданный своему делу сыщик. Новые маленькие Пупсень и Вупсень, Фиджет и Диджет, помогают Гаджету в его миссиях. Каждый из них обладает своими уникальными способностями, хотя обычно они пользуются одинаковыми функциями. Они снова противостоят доктору Клоу, который каждую серию подсылает своих ребят разобраться с Гаджетом. К сожалению, ничего особенного не увидел в этом мультсериале. Хотя я понимаю, что для многих это часть лампового детства, которая приносила радость и веселье. Поэтому просто скажу, что этот мультсериал не для меня. А мы двигаемся дальше. На Jetix время летних каникул, и мы хотели дать вам возможность выиграть один из этих призов. Джемпер, CD-плеер или подставку под мобильный телефон. Посмотри этот клип и скажи нам, сколько раз гаджет появляется на экране. 2, 6 или 17 раз. Чтобы ответить, отправляйся на jetix.ru. Удачи! Он был правителем Египта. У него было все и еще больше. Древний мир лежал под его ногами. А потом он уснул на целых 3000 лет. И вот он вернулся в совершенно иной мир. Из древнего мира в космическую эпоху. Тутенштайн и его приключения в эти выходные в 10:25 на Jetix. Следующий мультсериал мне не особо нравился, но когда я услышал заглавную тему, мурашки побежали сами собой. Это мультсериал «Тутенштейн». Тутенштейн. Мультсериал рассказывает историю 10-летнего фараона Тутенштейна, или его полное имя звучит как Тутанхацатамун, которого случайно оживила девочка Клео с говорящим котом Луксором. Вместе они должны защищать древние артефакты от злых сил, которые стремятся захватить власть над миром. Когда мальчишка потерпит неудачу, жезл Ла станет моим. Тутенштейн очень импульсивный, но добросердечный 10-летний фараон, который живет в музее. Он просыпается примерно через 3000 лет после своей случайной смерти и теперь должен признать тот факт, что его королевства больше нет. Его прозвище Тутенштейн представляет собой игру слов на тему Франкенштейна. Клео – 12-летняя девочка, которая обожает историю и археологию. Именно она случайно оживила Тутенштейна и стала его лучшим другом и защитником. Клео умная, смелая и очень заботливая. Ладно, Мумия, а как тебе такое? Если ты слова не будешь держать, то 1000 лет твоим глазам света не видать. Луксор – саркастичный и умный говорящий кот, который часто попадает в комические ситуации. Он тоже играет важную роль в их приключениях, помогая друзьям находить решение самых запутанных загадок. Повелитель, помните, что случилось в прошлый раз? Хаттер превратился в львицу и стерла половину человечества с лица земли. Вместе они будут решать свои бытовые задачи, вроде того, чтобы скрыть тайну живой мумии, будут бороться с египетскими богами, усмирять пыл и властный характер
характер ожившего фараончика. Приказываю вам делать работу всякую, которая может совершаться в этом мире. Вы должны проснуться и выполнить любое мое желание. Историческая достоверность здесь соблюдена по всем фронтам, так как создатели наняли квалифицированного египтолога для консультации. Если вам интересна культура Египта, то в этом вам поможет проверенный сервис по покупке дешевых авиабилетов Aviasales. С помощью Aviasales вы сможете самолично отправиться в любую точку мира по ссылке в описании. Однако скипетр, которым владеет Тутен, является выдуманным специально для мульта, а также, в отличие от Тутанхамона, который умер в 19 лет, Тутенштейн умер, когда ему было 10. С другой стороны, мультяшный вариант нарисован зайчьей губой, как и настоящий Тутанхамон. Фараон, зачем ты звал меня? Излечить болезнь, остановить войну, предотвратить стихийное бедствие? На самом деле меня больше беспокоит игра в Сенет. В свое время мультсериал был действительно интересным за счет своих исторических справок и действительно масштабных конфликтов между главными героями и богами. Он учил детей, и меня в том числе, что не нужно быть таким надменным козлом, как Тутенштейн, иначе ты можешь растерять всех друзей и заодно разгневать богов. Знаешь, Тутен, мне не нужен ребенок, которому 3000 лет, чтобы он учил меня убираться. Мульт был очень успешным и получил множество положительных отзывов. Был отмечен премией Эмми за выдающуюся анимацию. Он не только развлекал, но и вдохновлял детей на изучение истории и культуры Древнего Египта. У Тутенштейна было красивое, правильное окончание сериала с полнометражным мультфильмом «Битва фараонов». В полнометражке нам наконец поведают полную историю, при каких обстоятельствах он погиб в 10 лет. Вперед, Непка! Тутен, скорее! Прощай, друг мой! Хоть история и была закончена, в 2022 году было объявлено, что ведется работа над ребутом и, как я понял, в совершенно новом визуальном стиле. Только на Jetix Play. Или кто хочет стаканчик огуречного сока? Встречайте семейку Тофу. В любом случае вы можете посмеяться. Органическая комедия от семьи нового времени. Они стараются помочь планете смешок за смешком. Привет, любители телеэкрана! Смотрите! Семейка Тофу. Сегодня в 11:55 и 20:25 только на Jetix Play. Семейка Тофу. Далее на Jetix. Сегодня, в эпоху эко-патриотизма, этот мультсериал бы восхваляли за его посыл и предубеждение. Давно позабытый мультсериал «Семейка Тофу». Семейка Тофу. Концепция сериала очень проста. Берем классический ситком, запихиваем людей из города в деревню, даем им главный конфликт, в нашем случае это конфликт двух поколений, и приправляем это все эко-активизмом. Все, встречайте, семейка Тофу. Мама, пап, Чичи, Лола и Буба. Такое ощущение, что имена им придумывал создатель Лунтика. Если не остановить их, скоро ученые будут выращивать нарезанных животных для сэндвичей. Вообще сериал был создан как сатирическая пародия на образ жизни защитников окружающей среды. Однако меня вечно бесили непонимающие родители, которые были более уперты в своей правоте и никак не хотели идти на уступки своих детей. Мама и папа упрямые. Но это должно убедить их, что протестовать в бочках из-под отходов нет причин. Еще одно доказательство того, что иногда родители понятия не имеют, как детям может быть сложно жить в непонимающей семье. Ведь детям может быть не просто сложно, но еще и стыдно за поступки своих родителей. А от них, к сожалению, так просто не уйдешь. Ладно, это всего лишь комедийный мультсериал, нужно его воспринимать проще, а то я уже что-то погнал. В большинстве серий мы наблюдаем, как дети, Чичи и Лола, желают жить в современном мире, пользоваться телефонами, интернетом, другими словами, всеми благами цивилизации. Разве вы не опозорили нас сегодня перед всем городом? И если вы еще не в курсе, то веселые шлюпки – это моя идея. Однако родители либо запрещают им это делать, либо они скрывают свои действия от родителей. Чтобы решить, казалось бы, нерешаемую проблему, кому-то из них в конце серии приходится уступать другому. И все это обосновывается тем, что они все же семья и должны полагаться друг на друга в тяжелых ситуациях. Итак, почти каждая серия наполнена забавными и поучительными моментами, где семейные ценности и экология идут рука об руку.
Мы видим, как семья Тофу справляется с трудностями современного мира, не изменяя своим эко-принципам. Вот, божьи коровки, лучшее средство от тли. Экологичность Тофу показана здесь действительно интересно, нежели конфликты, которые прописали им на минуточку 26 сценаристов. Семейка постоянно показывает, как важно беречь природу, перерабатывать отходы и использовать возобновляемые источники энергии. Важно отметить, что мульт был создан в 2004 году, когда экологические вопросы еще не были столь важны в массовой культуре. Мой улей навсегда, если хочешь жить, советую не ныть. В мульте также поднимаются такие темы, как повторное использование вещей, экономия ресурсов и забота о животном мире. Классный способ показать детям важность экологического образа жизни. Отличный пример того, как развлекательный контент может нести важное послание. Мультсериал сам по себе выглядит неплохо, и озвучка радует. Продержался мульт всего 2 сезона. Вот если бы он вышел в наше время, цены бы ему не было. Но что есть, то есть. Хочу добавить небольшой кусочек про создателя. Это последний мультсериал Бруно Бьянки в качестве режиссера. Он может быть вам известен, так как приложил руку к большому количеству мультсериалов на канале Fox Kids и Jetix. В том числе он был и продюсером многих проектов, последний из которых создает аббревиатуру Atom и Witch, к которым мы скоро перейдем. К сожалению, в данный момент Бруно Бьянки покинул нас еще в 2011 году. Спасибо тебе за детство, мы будем помнить твои работы. Они команда игривых ребят, объединившихся, чтобы охранять вселенную и при этом получить кайф. Сперва пособачатся, затем побратаются. Тут, конечно, вам и школьные выходки. Но все же залог успеха — это дружба и слаженная работа. А сейчас уже 3 команды в 5-й степени. Любящие повеселиться — фантастические пятерки только на Jetix. Мультсериал был больше ориентирован на женскую аудиторию, но, как показали рейтинги, как девочкам, так и мальчикам подросткового возраста, этот мультсериал нравился одинаково. Witch, или в русском дубляже его прозвали как «Чародейки». Не свернуть с пути, наш шанс, наш час, землю спасти. Чародейки. Ох, даже не знаю, с чего начать. Это действительно легенда, как в мире комиксов, так и в мире анимации. Фанаты существуют до сих пор, они не перестают придумывать новые альтернативные или продолжения истории во вселенной Witch. Поэтому, если я где-то ошибусь или будут какие-то нестыковки, прошу, сильно не ругайтесь. В этом и есть наш сюрприз. Даже быка не жарит. А для тех, кто не знаком с Witch, это история о 5 обычных девочках, которые обнаруживают, что обладают магическими способностями. Теперь на их ношу выпадает стать защитницами миров. Они должны защитить мир от зла, сражаться с темными силами и одновременно справляться с обычными подростковыми проблемами. Жутко задолбали этой общественной бодягой. С ночи приду и буду под дверью стоять. Героини сериала – Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хайлин. Первые буквы их имен и образуют аббревиатуру Witch. С этой минуты вас зовут Стражницами Завесы. Каждая из них обладает уникальной силой, связанной с одной из стихий – вода, земля, огонь, воздух. А Вилл досталась способность перевоплощать каждого с помощью сердца Кандракара. Персонажи были превосходно сделаны за счет своих действительно разнообразных характеров. Этот момент помогал каждому с легкостью ассоциировать себя с любой чародейкой или любым другим персонажем в мульте. Не переживайте, есть тут персонажи мужского пола, например, Калеб, который в комиксах выглядел иначе. У него на щеках были зеленые полосы. Это было сделано для того, чтобы он отличался от земных людей. Однако в мультсериале после предпоказов от них было решение отказаться в сторону более привлекательного вида. Ты вождь повстанцев, которого нужно спасать? Ты что, бунтуешь против тихого часа в яслях? Детка, мне уже 15. Также многим запомнился и полюбился персонаж Бланк.
гоблин-тролль, который вечно рылся в мусоре и всегда разбавлял повествование своим присутствием. Немногие знают, но Бланка придумали специально для мульта, а в комиксах о нем ни слова. Калиб завистник! Бланк бомба! Вот я уже потихоньку начинаю сравнивать мультсериал с первоисточником. Давайте как раз и перейдем к сравнению с комиксами. Комиксы выходили и дальше, вплоть до 2013 года, и насчитывают 11 историй, а в общем счете 139 выпусков. Мультсериал же продержался всего 2 сезона и имеет 52 эпизода. Выходил до 2006 года. Кажется, я в волшебной сказке. Порой и сказки сбываются. Хоть создатели и пытались как можно более подробно переносить основу из комиксов, некоторые моменты пришлось переосмысливать, либо вообще добавлять новые. Все это связано с политикой Диснея, которая владеет правами на франшизу. Их задачей было сделать мультсериал так, чтобы нравилось аудитории как в Европе, так и в США. Услышьте слова ведьм, всплеск воды, силы земли, дыхание воздуха, пламя огня. С воли Кандракара ты откроешь источник. В эту ночь и в этот час мы взываем к древней силе. Когда узы дружбы крепки, а колдовство сильно, ты поймешь, что магия существует. Нужно лишь произнести «Witch» ежедневно в 18:50 на Jetix. Еще один момент, который кардинально отличал комикс и мульт, это то, что в комиксах было больше диалогов, рассуждений, нежели в мультсериале, где больше упор был сделан в сторону экшена и яркого визуала. Ну а также был еще один весомый приказ со стороны руководства – сделать так, чтобы мульт нравился мужской аудитории тоже. От этого мы и видим некоторые несостыковки. Также у тех, кто был знаком с первоисточником, были вопросы по поводу сил чародеек. Почему они не используют все данные им силы, как в комиксах? Вроде телекинеза, инстинкта ауры людей и общения с техникой. Ты пошла в школу и забыла меня. А если бы ты понадобилась маме? Скорее 100 новых предков. Во втором сезоне их, конечно же, добавили, и все успокоились. Однако не могу сказать, что сценаристы перелопатили оригинал до неузнаваемости. Нет, они подошли к своему делу с большой ответственностью, и существенная часть сюжета и лора все же сходятся с оригиналом. Сюжет и лор здесь огроменные, как и в комиксах, так и в мультсериале. Тут очень много деталей. Если их разбирать, то для этого нужен отдельный часовой выпуск. Поэтому разбирать нету смысла, тем более на этот счет есть много видео на ютубе. У нас тоже есть законы. Не брать чужое, не нападать на ближнего. Но никаких запретов сесть к друзьям за стол. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, так это на момент с тем, что наши чародейки не первые защитницы, до них была другая пятерка. О них есть целая история в мульте, но вот что меня больше всего задело. Если сложить первые буквы имен нынешних ведьмочек, то получится тот самый Вич. А если сложить имена предыдущих, получится Чикен, типа курица. Не понимаю этого момента, может мне кто-нибудь объяснит, в чем тут прикол? Мне казалось, что это должно быть одной из первых причин, чтобы каждые следующие имена также складывались в аббревиатуру ВИЧ. Здесь Кадма, Галинор и Кэссиди. Нериса воскресила прежних стражниц. У нас есть еще один момент, который волновал многих на тот момент. Это касается клуба Винкс. Кто-то говорит, что Винкс украли идею ВИЧ и сделали очень похожий мультсериал. Кто-то говорит наоборот. Однако есть информация, что Дисней подавали в суд на создателей Винкс из-за воровства идеи. Но тот Дисней оказался в пролете, так как были предоставлены доказательства того, что Винкс разрабатывался еще до создания комиксов ВИЧ. Так что вот как в жизни бывает. Примерно в одно и то же время разным людям приходят одинаковые идеи. Поэтому здесь всего лишь вселенское совпадение. На сладенькое оставил музыкальное сопровождение мульта. Для каждой страны были созданы разные интро в музыкальном плане, так и в визуальном. Давайте немного сравним некоторые из них. Первое, наша любимая, родная, русская интро. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть в себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Ну, тут ничего не могу сказать, помню каждое слово, могу подпевать. Ну и чувствуется здесь мрачный, серьезный посыл мультсериала. Вторая, американская версия. Эта версия мне тоже нравится, звучит так клево, что показывает мощность мультсериала. Что нас ждет не детские девичьи сплетни, а серьезный мульт с обилием экшена. Третья версия итальянская, страна-создатель комикса.
Это очень странная версия, совершенно другое настроение, будто мы сейчас будем собирать цветочки, учиться готовить пирожки и вообще развлекаться, а не разбираться в конфликтах миров. 4-я версия корейская. Даже не знал, что там его тоже транслировали. Ну, честно говоря, не могу сказать, что эта версия плохая или приторная, своеобразная, интересная версия. Остальные версии — это просто переводы на другие языки, как в русском интро. Продюсера Бруно Бьянки. Есть еще 2 песни, которые запали в душу каждому смотревшему. «Демон во мне» Вдруг понял, демон во мне, демон во мне. и «Власть любви». Рыжий ангел установил новую в сердце власть любви. Признавайтесь, какая песня вам нравилась больше? Как по мне, обе песни классные. Конечно же, это большая заслуга наших актеров дубляжа, которые отлично пропели эти песни. Ну и в конце хотелось бы сказать, очень обидно, что сериал не стали продлевать. Проблема состояла в том, что инвесторы не видели в нем будущее, хотя у создателей мультсериала было желание продолжить работу. «Вич» — это не просто мультсериал, это целая эпоха для многих из нас. Он научил нас верить в магию, ценить дружбу и всегда бороться за то, что мы считаем правильным. Если вы еще не смотрели этот сериал, обязательно посмотрите. Вы не пожалеете. 5 обезьянок, 1 мальчик объединяются. Все вместе они составляют непобедимую команду суперобезьянок, непреодолимую силу, миссия которой — охранять планету. Но при этом они не прочь и пообезьянничать. Присоединяйся к непобедимой команде суперобезьянок. Ежедневно в 17:35 только на Jetix. Непобедимая команда суперобезьянок. Далее на Jetix Max. Следующий мультсериал стал первым оригинальным мультом, созданного специально для канала Jetix. В борьбе со злом переплывем мы море, океан, не требуя. Непобедимые команда суперобезьянок. В детстве мне очень нравился этот мультфильм. По большей части мне всегда нравились командные мультсериалы. Тем более здесь можно увидеть явное влияние могучих рейнджеров, которых я также очень любил в детстве. Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Чиро. Создателя, на минуточку, также зовут Чиро. Ну вот, команда, пора мобилизоваться! Суперсила! Вперед! Так вот, он находит заброшенного гигантского робота, над дизайном которого не особо старались. Своим любопытством он пробуждает команду кибернетических обезьян. Их 5 штук, и каждый со своим отличительным характером. Антари, Спаркс, Гибсон, Отто и Нова. Больше всего мне нравился Антари, черная обезьянка. Вот он мне идеально подходит по духу. В один момент Антари погибает и позже возрождается, но становится уже серебряной обезьянкой. Хорошо, когда у путешествия есть конец, но самое важное — это само путешествие. Нова, желтая обезьянка, она у нас единственная девочка в команде, пока к ним не присоединится любовный интерес Чиро, девочка-робот по имени Джин Мэй. Вместе они защищают город Шугазум, единственный живой кусочек на Земле, от злого короля-скелета. Король-скелет будет пытаться уничтожить Землю любыми доступными ему способами. Прикончи этого мальчишку! Однако не все так однозначно со скелетом. Если копнуть поглубже, то в сериале нам расскажут о неком алхимике, добром мастере элементов и науки, который создал команду обезьян для защиты от внешних угроз. Но, к сожалению, попал под влияние темных сил, которые развратили его разум, после чего он стал их слугой и превратился в злого короля-скелета. Его, кстати, озвучивает великолепный Марк Хэмилл. Пришло время стереть человечество с лица Шугазума. Да начнется война между живыми и мертвыми. Мультсериал создавала поистине великая команда. Сейчас перечислю предыдущие заслуги ребят. Юные Титаны, Самурай Джек, Хай-Хай Пафи Ами Юми, Powerpuff Girls, Базз Лайтер, Гаргулья, Захватчик Зим, Пинки и Брейн, Аниманьяки,
Лига Справедливости и Спанч Боб. Плюс к этому актеры озвучания оригинала собрались те же, что и озвучивали Черепашек-ниндзя на канале Nickelodeon. У меня как раз есть ролики про каналы Cartoon Network и Nickelodeon. Там также интересно. Ну и посмотрите про Fox Kids. А то я что, зря старался? Мульт был поистине классным, мне он очень нравится. Однако сейчас замечаю, что ничем суперинтересным и оригинальным он не отличался. Это грустно, но в любом случае в сердечке для него есть отдельное местечко. Созданные с конкретной целью. Рожденные охранять. Настоящие герои. В этом месяце ты сможешь стать обладателем одного из героев сериала. Ответь на вопрос. Какая из суперобезьянок красного цвета? Озно, Гибсон или Спаркс? И выиграй первым одну из этих фирменных игрушек. Для всех сроков и условий участия зайди на веб-сайт Jetix сейчас. На очереди на Jetix Max Atom Alpha Teens on Machines. На очереди у нас еще один командный мультсериал. Чертовски классный, захватывающий, с интригующим сюжетом. Второй мультсериал собственного производства «Атом». Режиссер Оливье Йонгерлинг. «Атом» — это аббревиатура от Action Teen on Machines. У нас тут неординарная команда трюкачей, драчунов, гимнастов. У всех них есть характеризующие клички, кроме Акселя. Остальные же это Кинг, Хоук, Шарки и Лайонесс. Их нанимает на работу медиамагнат, мультимиллиардер Ли, чтобы они тестировали его новейшие разработки. Однако с ним не все так однозначно, позже мы вернемся к нему. Мы нужны вам по рукам. В первой же серии из тюрьмы сбегает Александр Пейн. Не знаю почему, в мульте он называет себя Александр. Александру Пейну. Первое время мне казалось, что он является отцом Акселя, так как он внешне на него похож. Так вот, Пейн собирает свою команду злодеев, чтобы учинять хаос в вымышленном городе Лэндмарк-Сити. Враги у нашей атомной команды очень крутые. С визуальной точки зрения так уж точно. Этот выглядит реально крутым. Позже, в конце первого сезона, бравой команде добряков все же удается посадить обратно за решетку Александра Пейна. Никто не смеет унижать Александра Пейна! Никто! Но в последних минутах нам дают такой нехилый клиффхенгер, после которого хочется посмотреть, что же там будет дальше. Надо сказать, что в мульте идет один большой сквозной сюжет, связанный с отцом Акселя. Его нам полностью так и не раскрыли, хотя было очень много деталей по ходу 2 сезонов. Для мультсериала, рассчитанного на десятилеток, это подарок. Atom Alpha Teens on Machines. 5 ребят сошлись вместе, став героями против воли. Каждый готов рисковать жизнью ради другого. Техника и снаряжение наикрутейшие. Их трюки заставят тебя подскочить от восторга. Они не боятся доводить ни себя, ни свою технику до предела. И при этом получить кайф. Atom Alpha Teens on Machines ежедневно в 10:50, 17:10 и 21:20 на Jetix. Во втором сезоне нас ожидает ход конем от Ли, чела, который нанимал их для теста своих технологий, или все же это была обманка. Все так и есть. Его идея была совершенно иная с самого начала. Создать геномодифицированных улучшенных людей, чтобы прекратить любые войны и распри. Я создам таких людей, которые спасут человечество от самоуничтожения. Позже мы узнаем, что он создал клонов нашей пятерки, но скрещенных с животными. В конце второго сезона снова открывается большинство правды насчет отца Акселя и некий секрет о еще одной тайной организации. А кто сказал, что он умер? Напротив, он жив и здоров. Жив? О них я не буду рассказывать, вдруг вам захочется посмотреть, а я тут, со своими спойлерами. Хотя я и так уже много рассказал. Сори. Важно отметить, что в мульте крутая музыкальная составляющая и анимация, которая зачастую повторяет блоки из комиксов. Выглядит классно, а также выглядят классно все экшн-сцены. Персонажи созданы здорово, со своим оригинальным подходом. Спасибо, вы вовремя. Просто Кинг предложил покататься.
Еще один момент, о котором мне написал один чел под роликом о Fox Kids. Он обратил внимание на то, что Атом — это вроде как продолжение или спин-офф серии Action Man. Однако, по информации, которую я нашел, мультсериал является как бы перезагрузкой франшизы. В некоторых странах мульт назывался Action Man Атом. Все это было сделано ради бизнеса, чтобы вернуть былую славу бренду и продавать как можно больше игрушек. Hey guys, it's going to be me. So long. It's not gonna be him. Даже можно обратить внимание, что цвета акселя уж больно сильно напоминают цвета логотипа Action Man. Ну и куда без ложки дегтя. Атом закончился на жестком клиффхенгере. Это просто немыслимо так заканчивать, где тебе явно говорят, что дальше будет продолжение. Нельзя так делать. Как я понял, все же планировали продолжение, но боссы или производители игрушек не видели будущего, поэтому и прикрыли лавочку. Эх, а ведь классный был мультсериал. На очереди на Jetix король-шаман. Ну а дальше мой любимейший мультсериал, а если бы точнее, то это аниме, которое вспоминают до сих пор. Я должен победить, быть шаманом. Шаман Кинг. Один чел писал мне в комментариях, что он обиделся, так как в предыдущих забытых мультах я не касался аниме-сегмента. Вот, держи. Надеюсь, теперь ты будешь рад и поставишь лайк. Урок номер 1. Дух не может быть другом. Может, просто ни один не хочет с тобой дружить? Хватит болтать! Аниме вышло в 1998 году, но мы увидели его лишь в 2004. Много рассказывать о нем нету смысла, так как многие все еще помнят и чтят его. Все же для тех, кто не в курсе, немного расскажу. Действие разворачивается в мире, где шаманы взаимодействуют с духами и используют их силу. Шаман Кинг рассказывает историю Йо Асакуры, спокойного и в то же время талантливого шамана, который стремится стать королем-шаманом. Король-шаман — это легендарная фигура, которая может общаться с великим духом, источником всей жизни и силы во вселенной. Дело в том, что мы узнали отличнейший секрет. О чем это вы? Не о твоей страсти к Йо. Чтобы достичь этой высокой цели, Йо должен участвовать в шаманском турнире, где шаманы со всего мира сражаются за первенство. Сам шаманский турнир служит метафорическим путешествием самопознания и роста для персонажей, проверяя их убеждения и заставляя превышать свои пределы, стремление к своим мечтам. Наверное, это мое первое аниме в жизни, и я рад, что это оказался Шаман Кинг. С его историями, персонажами и сеттингом. А заглавную тему просто обожаю. Помню каждое слово. Дайте только повторить. Битва продолжается. Битва определить, в чьих руках будет лежать власть над миром людей и миром духов. Надежда на победу над злом есть. Для этого надо, чтобы сработались вместе некий расслабленный подросток и воин-самурай, живший 6 веков назад. Битва, называться Шаманом Кингом, продолжается. Сегодня в 21:45 только на Jetix Max. В 2021 году вышел перезапуск аниме, который я не смотрел. Он выглядит более современно и с некоторыми изменениями. Если вы смотрели, дайте знать, стоит ли ознакомиться. Плюс к этому обнаружил информацию о том, что вышло продолжение, где все главные герои выросли, а у Йо и Анны теперь есть сын. Такой же вопрос, если видели, то стоит ли уделить внимание на просмотр? Приготовься к наступлению весны, вытри начисто зимнюю хандру и прими участие в фантастическом конкурсе, где ты можешь выиграть переносной CD-плеер, сумочку для компакт-дисков с эмблемой Jetix или рюкзачок Jetix. И все, что надо сделать, чтобы выиграть, это внимательно посмотреть на то, как мы делаем уборку в стиле Jetix и сказать, что это за озорник там прячется за окном. Это Джесси, Соник или Тутенштейн? Отправляйся на адрес jetix.ru и дай ответ. Удачи! Sonic X! Далее только на Jetix! На тот момент, когда я смотрел этот мультсериал, я понятия не имел, что это аниме. Пока не начал изучать информацию, и со временем мой глаз уже понял, да, это аниме. Очередное аниме на канале Jetix, созданного по мотивам одноименной серии игр Sonic X.
Надеюсь, никому не надо объяснять, что за Соник такой и его историю и влияние на мировую культуру. Отлично. Sonic X — это невероятно культовое аниме, изначально выходившее только в Японии. В родных местах оно не обрело такой уж большой популярности и было создано по большей части ради продвижения бренда и поддержания видеоигр Sonic Adventure и Sonic Adventure 2. Что нельзя сказать о западной части планеты. Я тут часто бываю. Люблю глядеть на остров. Вот на тот? Угу. Папа говорит, там растут прекрасные цветы. В США и Европе Sonic X стал в разы популярнее. Создатели мульта сразу же просекли эту тему и решили дальше продвигать бренд Sonic на западный рынок за счет мерча, игрушек, видеоигр и других товаров. По мульту выходили комиксы и даже карточная игра, которая была хорошо принята экспертами, назвав ее хорошей игрой за счет простоты в обучении. Так. И что выбрать? Надо упомянуть, что японская версия все же отличалась от американской из-за разного рода возрастных ограничений. Например, в японской версии были показаны и упомянуты огнестрельное оружие. В американской версии все это было вырезано, а звуки выстрелов из пистолета были заменены на звуки лазеров. Также самые банальные вещи 18+, как кровь, насилие, ругань, смерть, также были вырезаны из американской версии. В американской версии также были заменены алкогольные напитки, вроде того, что шампанское заменили на колу, а пиво на апельсиновый сок. Ну и самое грустное, так это то, что у Руж полностью стерли грудь. Такую вайфу потеряли. Однако не все так плохо, как могло показаться, ведь на тот момент аниме было очень популярно на Западе. Тем самым последний, третий сезон, выпустили только для зарубежного рынка. Хоть и сильно позже, в 2022 году, третий сезон увидела и японская аудитория. Правда? Неужели? Покажи! Пройдемся немного по сюжету мультсериала. Sonic X начинается с того, что Соник и его друзья случайно переносятся в мир людей из-за неудачного эксперимента доктора Эггмана. Соник оказывается в новом мире, где его встречает мальчик по имени Крис. На протяжении сериала Соник и его друзья пытаются найти способ вернуться в свой мир, параллельно сражаясь с Эггманом и его роботами. Это часть происходящего в первом сезоне. А вот остальное я, оказывается, вообще не помню. Хотя очень любил этот мульт в детстве. Второй сезон еще вроде как остается более-менее приземленным, но вот третий, который создан для западного рынка, улетает куда-то в стратосферу. И кажется, что больше на Jetix его и даже и не транслировали. Я, конечно, могу ошибаться. Поправьте меня, если я не прав. Важно отметить и заглавную тему мульта. Большинству запомнилось, конечно же, Gotta Go Fast. Она всем своим видом пытается быть японским интро, но как-то не получается у нее это сделать. Хотя многим она прям очень заходит. То же самое могу сказать и про японскую версию, которая называется Sonic Drive. Тут полная противоположность, когда японский опенинг пытаются сделать под западную культуру. Поэтому вышло так себе. Что нельзя сказать про европейскую версию. Вот она у меня вызывает какие-то особые, теплые чувства. Несмотря на то, что сериал завершился в 2006 году, его наследие живет и по сей день. Sonic X часто вспоминают с ностальгией, а персонажи продолжают быть любимыми среди фанатов. Только так ты спасешь всех нас. Я верю тебе. Ты много значишь для меня. Признавайтесь, кто вам больше всего нравился из персонажей? Руж не в счет. Для нее отдельное первое место. Пока я собирал информацию о Сонике, обнаружил, что, оказывается, выходил журнал Jetix, в том числе и в России. Он был наполнен, как и многие другие детские журналы, различной информацией о видеоиграх и мультфильмах, даже тех, которые не выходили на канале. Также там находились различные головоломки, кроссворды, плакаты, а самое классное, как мне кажется, каждому выпуску шел DVD-диск с одним или более эпизодами мультов. Если у вас есть какие-нибудь экземплярчики, напишите мне в телеге. Ужасно хочется посмотреть хотя бы один номер на русском.
Планета Скетч. Только на Jetix. Этот мультсериал я обнаружил уже во время монтажа, поэтому много рассказать не смогу. Однако одни лишь кадры мультсериала 100% ведут вас в ступор. Всего лишь потому, что он существовал на Jetix, а вы и не помните о нем. Планета Скетч. Называется он «Планета Скетч», и выпускался он как в полнометражном варианте, так и в коротком метре между мультфильмами. Здесь нам показывают разного рода короткие зарисовки с 3D-анимацией. Выглядит все, конечно, как дипломная работа ПТУшника. В мульте есть повторяющиеся персонажи, например, ниндзя-помощник, бойцовые рыбки, белка из салфетки, доктор-динозавр, горцующие пони и многие другие. Раз за разом скетчи с ними будут повторяться в определенной тематике. Решить проблему сладить с бедой, ниндзя, умелец всегда с тобой. К сожалению, я еле нашел пару эпизодов. Если так подумать, то этот мульт действительно мистический, так как в списках на Jetix его там не было, а в бамперах, которые я нашел, он там был. Космонавты пока обнаружили только марсиан мужского пола, так что разумной жизни на планете пока не найдено. Также нигде не написано, что он транслировался на Jetix. Честно, я рад, что в последний момент нашел и смогу вам о нем напомнить. Следующий мультсериал был довольно популярен, но не у нас. Называется он «Добраться до Эда» или «Get Ed». Это канадский анимационный сериал, созданный компанией Disney для трансляции в блоке Jetix и впервые вышедший на экраны в 2005 году. Мультсериал рассказывает историю о молодой команде курьеров, работающих в футуристическом городе под названием Прогресс-Сити. Главный герой Эд – подросток-робот с уникальными способностями, которого создали по древней инструкции инопланетян. Он и его, если так можно выразиться, коллегам предстоит заниматься курьерскими заказами и попутно спасать мир от технологической угрозы в лице мистера Бедлама. Честно говоря, у меня в голове какие-то смутные воспоминания об этом мульте. Другими словами, я его почти не помню. Вот посмотрел я его и понял, как тут все уродливо. Несмотря на то, что вроде бы как передовая на тот момент 3D-анимация, но все выглядит ужасно. Косые глаза, странно неприятные движения персонажей, вызывающие эффект зловещей долины. Как-то оно все не верится в происходящее и только отталкивает от просмотра. Stop being such spuds. I can take care of myself. We're even. Единственное, что мне понравилось, так это перевоплощение в костюмы. А так, как по мне, слабый мульт. Хотя есть фанаты, которые хотят найти его в хорошем качестве, либо достучаться до Диснея, таким образом, чтобы они вернули его хотя бы в Disney+. The power of the dragon is huge, and it has defended us from evil for centuries. But now that force is up for grabs. A brother, dragon fire, a sister, hand over the power band, locked in combat for the might of the golden dragon and the fate of the world in their hands. Don't miss the 1-hour premiere of Legend of the Dragon, a Jetix blockbuster, Monday at 7/6 Central. It's all part of Jetix. Now, back to Legend of the Dragon on Jetix. Этот мультсериал выглядит как внебрачный сын Mortal Kombat. Легенда о драконе. Легенда дракона. Сюжет нам повествует о двойняшках, братья и сестре. Он Анг, она Линк. Кому-то из них предстоит стать новым защитником храма. Линк по всем фронтам лучше, чем ее брат. Она сильнее, выносливее и решительнее. После смерти отца, предыдущего защитника храма, настал момент отправиться в храм, чтобы наконец определить, кто станет новым хранителем. В нашем случае золотым драконом. На месте они оказываются вместе со своим учителем. Он объясняет им то, что каждый защитник получает определенный браслет, который дарует сверхсилу для защиты храма. На месте браслет решил, что все же новый
новым защитником станет Анг, а не его сестра. Золотой дракон должен контролировать все свои чувства. Он должен не только видеть, но и слышать противника и чувствовать его запах. Линк расстроена таким положением дел, поэтому переходит на сторону зла, дабы получить, как ей кажется, нечестно отданные силы Золотого Дракона. Мне нужен браслет Золотого Дракона, Ань. Давай покончим с этим раз и навсегда. По ходу истории им нужно будет сразиться с каждым из 12 защитников храма. Все они распределены по животным из китайского зодиака. Однако в мультсериале существуют злые или теневые стороны каждого из зодиака. Кроме браслета дракона тени, существуют и другие браслеты темной силы для каждого знака зодиака. Честно, я не помню этот мультсериал, но выглядит он действительно круто. Скорее всего, в России он шел не по Jetix, а, возможно, по СТС или ТНТ. Хотя источники говорят о том, что он все же был на Jetix. В любом случае, я посмотрел, и мне очень зашел мульт. Здесь классная анимация, понравились перевоплощения, однако сюжет какой-то уж слишком запутанный. Так и не понял, зачем все это делалось, к чему, какой у всего этого действия конечный посыл, непонятно. Капитан Фламинго на очереди на Jetix Play. Этот мультсериал мне не особо нравился из-за своей направленности на детскую аудиторию. Но в любом случае о нем нельзя не вспомнить. Вот он, бесстрашный и отважный капитан Фламинго! Основная идея мультсериала вращается вокруг главного героя, Майло Пауэлла, обычного мальчика, который решил раз и навсегда помогать и защищать маленьких от вредных взрослых. Почему за малыша никто не заступается? Надо срочно что-то делать. В момент опасности он превращается в супергероя Капитана Фламинго. Майло помогает своим друзьям и всем, кто попал в беду, используя различные гаджеты и собственную изобретательность. Вместе с ним в приключении участвует его верная подруга Лизбет, которая безумно влюблена в него. Вампис для унитаза? Он как будто создан для ее лица. Также здесь присутствует закадровый голос, который является таким же участником всего происходящего. Что будет делать Майло Пауэлл? Подожмет хвост и убежит, как маленький трусишка, жаловаться своей мамочке. В каждой серии наш Фламинго будет решать проблемы детей в округе, попутно жить жизнь обычного мальчика. Если так сейчас вспоминать, то по большей части я пропускал этот мультсериал и ждал более крутых. Да, несомненно, Капитан Фламинго завоевал популярность среди детей по всему миру, транслировался в разных странах и переведен на множество языков. Многие дети начали мечтать о том, чтобы стать такими же храбрыми и изобретательными, как Капитан Фламинго. Однако на момент выхода мультсериала мне было 12 лет, а это типичный возраст, когда тебе хочется быть крутым. Эти детские мультики уже не для твоего возраста. Мне нужен конкретный пример, когда кому-то так же не повезло с ортопедическими штанишками. Кто-нибудь видел мои штаны и мои ключи? Сейчас же, пересмотрев, понял, что он довольно забавный, и показать его, например, своим детям можно и даже нужно. Ведь «Фламинго» не просто развлекательный мультсериал, он учит детей важности дружбы, взаимопомощи и ответственности. Каждый эпизод несет в себе мораль, которая помогает детям понять, что всегда стоит помогать другим и быть готовыми к самопожертвованию ради добра. Йо, только на Jetix. Йо, далее на Jetix. В какой-то момент канал Jetix начал клонить в сторону азиатской культуры и всему сопутствующему. Это можно понять по мультам, которые выходили в один год. И первым будет на очереди мультсериал о двух кроликах, братья и сестре. Иду, мама! Вы видели? Инь-Янь-Йо, автор идеи Боб Бойл. В какой-то момент канал Jetix начал клонить в сторону азиатской культуры и всему сопутствующему. Это можно заметить по мультсериалам, которые выходили в один год. Первым из них будет мультсериал о двух кроликах, братья и сестре. Инь-Янь-Йо. Не только культурой, но и размеры наших главных героев, как и Капитан Фламинго, были нацелены на детскую аудиторию, тем самым показав, что даже маленькие герои могут вершить великие дела. Главный сквозной сюжет мультсериала был заключен в том, что Мастер Ночи или Повелитель Ночи
главный злодей мульта, всегда пытался насолить или разрушить связь между инь и янь. Ах да, я забыл. Сложно говорить, когда ты без сознания, и вот-вот станешь свидетелем конца света. Я в сознании, ой! Однако наши кролики не из мягкого теста сделаны, и каждую серию дают отпор как мастеру ночи, так и справляются со своими семейными проблемами. Также в мультсериале присутствует их наставник Йо, мудрый, немного ленивый панда, который обучает их вымышленному боевому искусству ву-фу, типа кунг-фу. Вперед! Класс! Боевой клич! Только тут задействованы как и боевые навыки, так и магические. Одной из сильных сторон инь-янь-йо является юмор. Сериал наполнен шутками, пародиями и забавными ситуациями, которые делают его интересным не только для детей, но и для взрослых. Комедийные элементы, такие как использование поп-культурных отсылок и визуальных гэгов, придают особый шарм. Да, твой план работает, босс. Ин влюблена по уши. Думаю, как только я ее поцелую, я буду вполне способен... Анимация в инь-янь-йо яркая и динамичная. Создатели сериала использовали контрастные цвета и стильные эффекты, чтобы подчеркнуть боевые сцены и магические моменты. Это придает уникальный стиль, который мне показался уж сильно знакомым. Позже я узнал, что создатели также приложили руку к таким мультсериалам, как «Волшебные покровители», «Дэнни Призрак», «Жизнь робота-подростка» и многие другие. Как мы видим, такой стиль анимации побывал на всех каналах Большой Тройки. Nickelodeon, Cartoon Network и также на Jetix. Конечно же, здесь есть несколько забавных моментов, однако в детстве инь-янь-йо не смог покорить мое внимание и по большей части был пропущен. Если вы думали, что дальше будут только детские мульты, то это не так. Мы отправляемся дальше покорять азиатскую культуру в мультсериале Shuriken School. История вращается вокруг школы для будущих ниндзя, где наши герои сталкиваются с множеством испытаний и приключений. У нас тут тройка главных запевал. Айзан – лидер нашей команды. Он довольно атлетичен. Его мечта – стать настоящим мастером ниндзя. Есть слух о том, что он тайно влюблен в Акуни. Акуни – вторая участница из нашей тройки. Прилежная, умная девочка, которая наставит на верный путь своих товарищей. Однако временами она может быть вспыльчивой. Поговаривают, что ее чувства к Айзану взаимны. Ну и третий член команды – Джимми. Он родом из Америки, это можно понять по внешнему виду. Приехал он в город, чтобы также учиться в школе ниндзя. Однако до этого он был в школе катана, из которой был исключен через неделю пребывания там. Школа катана – это противоположность школе сюрикен. Там учатся подлые и злые ученики. Ну так что, в школу все равно ходить нужно? Все равно надо быть внимательным на уроке и слушать учителя? Ну, иногда, по крайней мере. Все равно надо ходить на урок музыки. В чем же разница между твоей школой и школой Шурикен? Хотите потехи? Смотрите нас! Сегодня в 12:35 и 15:50 только на Jetix. Так вот, больше всего в этом мульте мне нравятся персонажи. Они все очень разные и индивидуальные. Больше всего мне нравится Свин, который, по-видимому, немой. О нем особо нету информации, но от этого он становится еще более интересным. В свое время мне нравился этот мультсериал, помню почти каждую серию. Также плюсов добавляется и за прекрасный дубляж канала Jetix. Странно, но я нашел две озвучки, но мне ближе вот эта, именно версия с канала Jetix. Если школе катаны так уж нужен дракон, они его получат. А вот это, мне кажется, какой-то неродной, чужой. Я их ел вчера на ужин и на обед, и на завтрак, как и позавчера, и позавчера. Надо сказать, что анимация для меня была в новинку. Такого я раньше не видел на тот момент, где люди ходят без носа и все углы максимально сглажены. Сейчас бы я, конечно, не стал его смотреть со всей серьезностью, но вспомнить в любом случае приятно. Пука! Далее на Jetix! Еще один мультсериал в азиатском сеттинге, который показывает, как делать не нужно. Он показывает, как выглядит женский абьюз, хоть и в анимационной форме. Южнокорейский мультсериал.
Изначально под брендом Пука выходили онлайн-открытки с той самой девочкой – Пуккой. Спустя некоторое время эти маленькие флеш-анимации с открытками стали очень популярны в странах Азии, после чего права на бренд приобрел Jetix, а также закупил эпизоды для трансляции между фильмами у себя на канале. Да, изначально это были короткие зарисовки между мультами, в которых персонажи не говорили ни слова. Популярность начала приходить и на Западе, поэтому Jetix решил закупить полные эпизоды для своих трансляций. Раньше выпуски шли около 2 минут. Теперь же они длились около 7 минут. Эпизоды стали более осмысленны, интереснее, и некоторые герои приобрели голоса озвучки. Это ты называешь чаевыми? В следующий раз пойдешь пешком, приятель. О-хо-хо! Как такового сюжета в мультсериале не было, однако была одна важная часть. Пука влюблена в Гару. Он профессиональный ниндзя с сердечком на груди. Она постоянно его преследует, мечтает и абьюзит его. Он с этим практически ничего не может сделать, кроме того, чтобы избегать ее и вечно прятаться. Он носит прикольные красные костюмы и вечно в поисках любви. Кто такие все из тебя крутые ниндзя, ничего не боящиеся? Ну, разве что, может, одного. Кто всегда в конце концов оказываются голыми? Кто отмечает все, кроме Рождества? Пука, Гару, Обью, Санта. Познакомьтесь с героями Суга Сити. Пука! Только на Jetix! С их отношениями будет связано много гэгов, которые я не расцениваю как действительно веселые или интересные. Надо упомянуть, что Пука – племянница 3 своих дядь, которые управляют Лапшичной. В мультсериале много различных персонажей и каждый со своим уникальным характером. А вот этот челик мне очень напоминает Брюса Ли. Скорее всего, с него и брали образ. Но посмотрим, как ты справишься вот с этим! Пука быстро завоевала сердца зрителей по всему миру, и это привело к созданию множества товаров, от игрушек и одежды до видеоигр. Пука стал настоящим феноменом в поп-культуре. Не знаю, как у нас, но в Южной Корее бренд Пука популярен до сих пор. Не так сильно, конечно, но все же. Смотрите величайшую гонку в галактике. Обан «Звездные гонки». На очереди только на Jetix Max. Следующий мультсериал покорил сердца миллионов детей и не только в момент выхода. У нас его не так высоко оценили, нежели за рубежом. Встречайте, Обан «Звездные гонки». Обан «Звездные гонки». Обан Star Races — это захватывающий анимационный сериал, который объединил элементы западной и японской традиционной анимации. Его создание является результатом межкультурного сотрудничества и страсти к инновациям в области анимации. Идея принадлежит Савину Йетману, французскому аниматору и режиссеру. Вдохновленный аниме и научной фантастикой, Савин разработал концепцию сериала, в котором сочетаются динамичные гонки, межзвездные приключения и глубокие личные драмы. Добро пожаловать в наш интернат, малышка. Ему хотелось создать нечто такое, что вызывало бы приятные чувства при просмотре, как те, которые мы испытывали в детстве. Другими словами, он хотел создать цепляющую историю в красивых декорациях. Впервые идея была реализована и представлена публике в короткометражке под названием «Молли Star Races» в 2001 году. Уже тогда можно было обратить внимание на персонажей и локации, которые в итоге перекочевали и в основной мультсериал. Такой истории никуда без ложки дегтя, и она была. Савину довольно сложно было найти инвесторов для своего проекта, так как большинство хотели вносить свои правки в Обан. А этого категорически нельзя делать, иначе глубина истории затеряется в банальности однотипных мультов. Думаю, уже все поняли, что создатель мульта все же нашел инвесторов. Ими стали Дисней и Бандай. Это вызывало некую гордость за проект. Ну а дальше пошли дни, месяцы, годы создания всего мультсериала. В общем счете, Савин потратил 9 лет жизни на свой проект, начиная от идеи в 1997 году до выхода первого эпизода на экраны. Такому упорству можно только позавидовать. Напомню сюжет Обан. Вначале нам рассказывают о том, что земляне начали расширять свои места обитания на разные планеты и пытаться добраться все дальше и дальше.
В какой-то момент они оказываются на планете Крогов, которые не совсем рады прибытию людей, поэтому решают напасть на Землю, но земляне дали отпор. Во всяком случае, нам так говорят, хотя на самом деле все было иначе. В момент нападения на Землю главам Земли прибывает Аватар, чел, похожий на слона и осьминога в халате. Он рассказывает им о том, что в будущем им предстоит участвовать в галактических гонках Абан, после чего Кроги пропадают с радаров. Это одна часть истории. Другая же, основная, рассказывает историю о девочке Еве под псевдонимом Молли. Ева сбегает из школы-интерната и отправляется на поиски своего отца, Дона Вэя, который является главой команды Земли, готовящейся к участию в престижном межгалактическом гоночном турнире, известном как Великие гонки Абан. Цель турнира – победить и получить возможность исполнения любого желания, которое может изменить судьбу Вселенной. Вы очень старались, и все заслуживаете приза. И скоро мы узнаем, кто станет его обладателем. В процессе Ева узнает больше о своем отце, о причине его отсутствия и о том, какие жертвы он принес ради защиты Земли. Сэр, вы должны хорошенько подумать. Учтите свой возраст и полное отсутствие тренировок. Я выполняю миссию, и я выполню ее любой ценой. Сюжет здесь действительно захватывающий твое внимание. Тебе хочется увидеть, что же будет дальше, и понять, победит ли команда Земли или нет. Большая заслуга мульта – это визуальный стиль, который смешал в себе элементы 2D и 3D анимацию. Те, кто приложил руку, создали очень качественное и красивое произведение. Однако у меня есть некоторые вопросики по лицам героев, а точнее к отсутствию носов. Выглядит это странновато, но мне кажется, это сделано для упрощения работы. И еще, я все не могу понять, это усы или что это такое за полосочки здесь? Есть кто в курсе? В честь 15-й годовщины мультсериала устроили сборы на Кикстартере ради выпуска сезона в HD качестве. Заодно сравним, насколько улучшилось качество картинки с оригиналом и HD версией. Как мне кажется, получилось так себе. Собирали на переиздание 30 тысяч евро, но им удалось собрать почти 400 тысяч. Это дало возможность выпустить вместе с HD-изданием различные дополнения вроде саундтрека, альбом с первоначальными набросками и многим другим. Самое же главное во всем этом, что создатель Савин Йетмен решился на разработку продолжения или спин-оффа по мульту. Ведь после такой успешной кикстартер-кампании он понял, что аудитория преданных фанатов хочет и ждет хоть что-то. Уже с 2022 года ведется разработка и даже есть несколько возможных набросков, которые, может быть, появятся в новом мультсериале. Будем ждать и надеяться, что получится классно. Так ты думал, футбол нелегкая игра? Погоди, будет еще круче. Jetix представляет Galactic Football. Snow Kids играют в самом поразительном турнире в мире. Смогут ли они победить? Используя силу потока, все возможно. Почувствуй страсть. Почувствуй драматизм. Почувствуй поток. Galactic Football. Только на Jetix. Galactic Football. Далее на Jetix. Очередное противостояние вселенского масштаба. Стилистика этого мультсериала также смешивает 2D и 3D анимацию. Но в этот раз у нас не гонки, а футбол. Galactic Football. Галактический футбол, на английском, кстати, он пишется через K, а не C. В свое время я жестко подсел на этот мультсериал. Мне очень нравилась графика, а в особенности силы, которыми пользовались каждая из команд. Здесь они называются поток, и каждая планета владеет своим. Поток увеличивает характеристики своего носителя и дает ему сверхсилу, выносливость, ловкость, а некоторым расам так вообще суперсилы вроде телепортации. Все это не могло не завораживать своим разнообразием визуальных эффектов, тем более в детском возрасте. После обнаружения этой силы потока ее запретили повсеместно. За нарушение выдавалось какое-то очень мощное наказание, о котором нам не говорят. Но я думаю, там какой-нибудь пожизненный срок или электрический стул.
Потоки энергии могут использоваться лишь в Galactic Football, иначе война неизбежна. Однако в футболе разрешили использовать эти силы, так как на этом можно неплохо заработать. Если взглянуть на обычный футбол и галактический, то с уверенностью можно сказать, что второй выигрывает в динамике на 100%. Еще здесь немного изменили количество игроков на поле. Теперь их 14, по 7 человек на сторону. Ну и мяч тут голографический. Стадион уж готов. Но готов ли ты к главному соревнованию Galactic футбола? Вау! Благодаря Jetix ты можешь в нем принять участие. Отправляйся на веб-сайт и придумай футбольный мяч, которым бы играли Snow Kids в новом сериале. Мяч, ни о чем больше не думайте. Создай мяч, и ты также сможешь выиграть мяч Galactic Football или майку. Будь же частью действа Galactic Football на Jetix. По сюжету все просто. Наша команда Snow Kids, состоящая из молодых игроков с Океаны, пытается вернуть былую славу своей планеты и выиграть престижный турнир по галактическому футболу. Финал – прекрасная возможность увидеть поединок двух лучших нападающих лицом к лицу. На протяжении сериала команды сталкиваются с тяжелейшими испытаниями, подлыми соперниками и, конечно же, решают свои внутренние конфликты. Другими словами, здесь вы увидите красивейший 3D-футбол и козни злодеев вселенских масштабов. Дети всего лишь хотят играть в футбол и наслаждаться жизнью, а корпораты в лице компании Technoid желают поработить поток каждой из планет и использовать их в своих злых целях. Сдавайся, Блейлок. Никогда. Метапоток мой. Важно сказать, что галактический футбол транслировали изначально только 2 сезона, а позже выпустили и 3 на канале Disney. Честно, 3 не смотрел, не знаю как там и чего, но по описанию там все поменяли как на шахматной доске. Вот только не просто так, а с правильной расстановкой сил, чтобы и дальше смотреть было интересно. Кто смотрел, подайте знак, как там 3 сезон, ок, не ок. Несмотря на то, что оригинальный сериал завершился после 3 сезонов, поклонники продолжают надеяться на продолжение или перезапуск Galactic Football. Мы обязательно выиграем, тренер! Вопросы, оставшиеся без ответа, и незаконченные сюжетные линии оставляют простор для будущих проектов. Ведь у мульта есть активное и преданное фан-сообщество, которое продолжает поддерживать интерес к сериалу, даже спустя годы после его окончания. Фанаты создают фан-арты, фанфики и обсуждают сериал на различных площадках. Ну а самое важное, так это то, что он оказал влияние на поп-культуру, особенно среди молодежи, и вдохновил многих юнцов заняться спортом и проявить интерес к футболу. Нельзя не спросить, чей поток вам нравился больше всего? Мне нравились синие челы Lightnings, только потому что они могли телепортироваться. Объявляю конкурс. Разыгрываю бесплатную подписку на Boosty на год. Чтобы участвовать, вам понадобится прекрасный слух или навык использования программ. Все очень просто и слушайте внимательно. В течение всего ролика на заднем фоне играет музыка из видеоигр. Ваша задача будет найти их все и обязательно написать, из какой игры эта музыка. Отправлять ответы необходимо будет закрепленный пост в Телеграме. Кто сделает это первым, напишет все названия игр, тот и станет победителем. Результаты будут объявлены также в Телеграме, как только первый напишет все названия видеоигр. Важно сказать, что у меня должен быть доступ написать вам, иначе попросту не смогу вручить вам приз. На улицах поговаривают. Новые серии «Хвостатых вояк» каждые выходные в 12:35 и 16:15 только на Jetix. А сейчас действительно пропащий мультсериал с канала Jetix, который мало кто сможет вспомнить, но не переживайте, я вам помогу с этим. Военное сопротивление грызунов в мультсериале. Это была война не на жизнь, а на смерть. Хвостатые вояки. Мультсериал рассказывает о приключениях двух братьев-енотов, Эйба и Кена. Их история разворачивается в мусорном мире, где животные живут в собственной цивилизации, параллельно человеческой. Братья-еноты оказываются в центре конфликта, который разделяет их на 2 лагеря. Эйб становится лидером сопротивления, а Кен – лидером авторитарного режима. Но потом ты взяла и перешла на другую сторону.
Ну, работать на злого диктатора не для меня. В течение одного сезона братья со своими командами будут мешать друг другу во что бы то ни стало. Первый момент, который я хотел бы отметить, так это то, что мультсериал реально затерялся в памяти. Однако, взглянув лишь на пару кадров, воспоминания накатили ручьем. А собака смотрит на скунса и говорит: «Кончай брызгать слюной!» Чувство юмора у тебя на нуле, а рыба классная. Посмотрев его сейчас, вспомнив как там и что, понял, что хоть я и смотрел его, но мне не особо нравился. В особенности из-за своей тусклой серой цветовой палитры. Также хочу отметить анимацию, которая выглядит здесь дерганой и какой-то дешевенькой. Непонятно почему, но на тот момент мульт хвалили как раз таки за графику. Может, я уже насмотренный всякого, но меня отталкивает такой вид. Очень странно, ведь «Хвостатые вояки» вышли в 2007 году. Получается, до них уже давно и много вышло качественных 3D мультсериалов. Почему у них получилось так плохо, непонятно. Однако не графикой и эффектами приковывали наше внимание создатели мульта. Здесь все же больший акцент был сделан на юмор. Это самое рисковое радиошоу во всем мире! Особенно, когда Мэтмен за рулем. Да, он был ориентирован на широкую аудиторию, сочетая шутки для детей, а для взрослых были отдельные более тонкие шутки, которые поймут не все. Наверное, единственное, что мне понравилось в этом мульте, так это образы всех героев и злодеев. Есть в них что-то особенное, за что можно им дать баллов и на остальное не обращать внимания. В особенности мне нравился злой брат-енот Кен. Возможно, из-за его костюма, либо русского дубляжа, который ему очень подходит. Хочешь пирог? Хочу пирог. Пирог? Пирог. Пирог? Пирог. Кукамунга! Да, он Джиггерс! Не сердись, Игги! Мы знаем, что ты по-прежнему любишь природу и будешь беречь ее. И помогать друзьям, когда они нуждаются в тебе. Вот за это мы тебя и любим, Игги. Потому что мы знаем, ты сделаешь все возможное, чтобы быть поближе к нам. Игги Арбакл. Только на Jetix. Игги Арбакл. Далее на Jetix. Начиная с этого мультсериала появилось четкое ощущение Диснея, который все больше контролировал качество и внешний вид мультсериалов, выходящих на канале Jetix. Конечно же, не в лучшую сторону. Следующий мультсериал в нашем списке про Свина Рейнджера. Игги Арбакл. Мульт рассказывает о приключениях энергичного и любознательного кабанчика по имени Игги Арбакл, который работает смотрителем вымышленного национального парка Кукамунга. Вместе с лучшим другом Бобром Джиггерсом Игги защищает природу, решает различные экологические проблемы и учит зрителей важности заботы об окружающей среде. Ничего не дает. А если утюгом? Одной из сильных сторон сериала является его образовательный аспект. Каждый эпизод включает в себя уроки по экологии и охране окружающей среды, представленные в легкой для восприятия форме. Создатели сотрудничали с National Geographic Kids, что добавило ему научной достоверности и ценности. Да, мальчики, гоните их отсюда, чтобы не путались под ногами, когда мы начнем строить Catfish Towers. После просмотра всего одной серии я понял, что мульт очень скучный, и смотреть его довольно тяжко. Не ешьте это! Стью не мыл овощи перед тем, как делать соус! В нем пестицид! Думаю, многие со мной не согласятся, так как видел в комментариях некоторые писали, что очень хотели бы упоминания этого мультсериала. Также есть информация о том, что мульт был очень популярен среди европейских детей, чего нельзя сказать о западной аудитории. Игги любит планету. Да. И он хочет ее защитить. Но нужны совместные усилия и немного хитрости. Посмотри, как она прекрасна. Бурый медведь – один из 3 животных в мире с синим языком. Потише. Фламинго – единственные птицы, которые могут сгибать коленки назад. Общий вес муравьев больше общего веса людей на Земле. Невероятно! Нужно отвлечь внимание. Хочешь помочь Игги спасти нашу планету? Тогда расскажи ему как. Зайди на jetix.ru, пройди игру с Игги, ответь на вопросы, и ты можешь выиграть поездку с семьей на эко-каникулы в Игромакс и велосипед. Запомни, сделай свой маленький шаг для большой планеты. Подробности на jetix.ru.
Далее на Jetix Кит Виси Кэт. Один из популярнейших мультсериалов на Jetix под жестким контролем Диснея. Он нам показывает противостояние ребенка и кота. Кит Виси Кэт. Помнится мне, что я застал его, но мультсериалы, да и сам телевизор уже особо меня не интересовал в те годы, поэтому не могу сказать чего-то особенного о нем. В любом случае есть те, кому этот мультсериал дорог, поэтому какую-то общую информацию поведаю вам. Вы нашли кошку? Моя собака голодная. Главный герой, 10-летний мальчик Куп, живет в тихом пригороде вместе с отцом и младшей сестрой Милли. Они живут, как живут обычные люди, пока Милли не находит странного кота и не приносит его домой. С этого момента жизнь Купа переворачивается с ног на голову. Я не шучу, Деннис. С тех пор, как у нас завелся этот кот, моя жизнь встала с ног на голову. Куп быстро понимает, что Кэт не обычный кот, а злобный инопланетянин с продвинутыми технологиями и коварными планами. Наша цель – Куп Буртон Бургер. Когда-то он был нормальным ребенком, а теперь солдат, воюющий против межгалактической угрозы мистера Кэта. Он изобретательный, бесстрашный, но его самая большая проблема – то, что он показал своему отцу правду. Настоящий воин и, может, последний шанс нашей планеты. Кит Виси Кэт. Только на Jetix. Каждая серия фокусируется на попытках Купа разоблачить Кэта и спасти свой дом, город и даже планету от его злых замыслов. Однако, несмотря на все усилия, Купу редко удается убедить окружающих в истинной природе Кэта, и все его попытки приводят к еще большим неприятностям. Это не кот, это Куп! Единственный, кто ему верит, так это его друг Деннис. На канале Jetix выходил только первый сезон, ведь во время выхода как раз начались перемены в трансляциях. В тот момент Disney потихоньку пересаживал всех на свой новый канал Disney XD. Во втором сезоне к команде присоединяется любовный интерес Купа, которую зовут Фиона. Теперь их трое, и шансы одолеть Кэта возрастают. К сожалению, у меня не хватило сил досмотреть все, поэтому понятия не имею, смогли ли они в конечном итоге одолеть Кэта или нет. Большой! Он маленький! Он герой с твердым подбородком! Он изнеженный принц Одиссеи! И они вместе в поисках приключений пытаются спасти родителей принца и целое королевство от зла! Ну это если они смогут поймать свой завтрак! Это квест! И он всегда готов пойти на квест в поисках приключений! Понимаете? Не пропустите! Мир квест! Только на Jetix! Следующий мультсериал я тоже помню, он также был популярен среди юных зрителей. Теперь же наших героев помещают в мир фэнтези. Мир квеста. Действие происходит в вымышленном королевстве Одиссеи, где юный принц Нестор отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своих родителей и восстановить порядок в королевстве. Его сопровождает Квест, бывший рыцарь и герой, который неохотно соглашается помочь принцу. Несмотря на свое ворчливое и циничное отношение, Квест оказывается, наверное, единственным, кто вообще двигает сюжет и свою команду вперед к цели. Точно, Анна использует щит. Также они набирают команду из разного рода фантастических тварей. Например, Грифон Грир, Киборг Гатлинг, Колдунья Анна и странный кибернетический меч, который зовут Путь или Дорога. Ну, кому ты станешь верить? Той, что в гармонии общается с силами природы или говорящему пляжному полотенцу? Все их приключения напоминают видеоигру, в которой тебе нужно выполнять различные квесты, собирать лут, с помощью которого ты сможешь продвинуться все дальше по сюжету. Давай, опусти меня к земле, чтобы я мог дотянуться до него. Разумеется, ваше высочество. В этом мире большую силу имеют мечи элементов.
Все очень просто. Каждый из них владеет одним из 5 элементов, но есть еще один. Он образуется, если собрать все 5 и соединить вместе. Называется он Меч-Душеруб. Главный злодей Спайд хочет использовать его в своих злых целях, а Нестор, чтобы спасти своих родителей. Моих родителей, короля и королеву, похитили. Ты должен помочь мне найти Меч-Душеруб, чтобы спасти их. По итогу 2 сезонов им так и не удается собрать их вместе, чтобы закончить свое дело. Видимо, создатели рассчитывали на продолжение, но, увы. Надо сказать, что анимация здесь довольно приятная и смотрится неплохо. В особенности мне запомнился генерал Огун, или Огун, который явно слизан со спауна. Единственное, что удерживало мое внимание, так это анимация, которая была классно сделана, и сами приключения, как в RPG-играх. В остальном это уже был больше проект Диснея, мультфильмы которых мне, уж очень тяжко заходят. Любвеобильные зверьки, да? Еще и... Сюрприз! Братья Катаклизм! Ненавижу братьев Катаклизм. Кто истребит всю эту пакость? Только доблестная команда Квеста! И как вы собираетесь это сделать, да? Ну-ка проверь, никого не осталось? Приключения Квеста и его друзей в мультсериале «Мир Квест» на Jetix. Добро пожаловать в Мизервиль! В самом разнесчастном месте на Земле Я требую уныния! Это потрясное место! Что это? Джимми Кул! он снова все превращает в веселье. И ничто его не остановит. Счастливая монетка! Джимми Кул! Сегодня в 14:25 и 21:00 на Jetix. Далее на Jetix Джимми Кул. Этот мультсериал я вроде как помню, и будто не помню его. История про мальчика, который хочет веселиться и веселить всех вокруг. Джимми Кул! Сюжет разворачивается в мрачном, пугающем городе Мизервиль, где проживает главный герой – Джимми. Вопреки атмосфере города, полной несчастья и страха, Джимми веселый и жизнерадостный парень, который неизменно стремится распространять радость и позитив среди всех вокруг. Спокойно, у тебя в голове застряла молния! Круто! Его лучший друг, Бизи, является демоном, сыном главного в городе по несчастьям – Люциуса. Джимми и Бизи вечно попадают в разного рода нелепые ситуации, когда пытаются просто повеселиться в давно потухшем городе. Какая у тебя идея? В мультсериале нету чего-то прям особенного и интересного, ведь это очередной проект, который очень сильно подходил Диснею. Это значит, что все должно быть ярко, дружелюбно и никаких взрослых намеков между строк. Добро пожаловать в Хэппивиль! Это, наверное, шутка. Я не смеюсь, значит, это не смешная шутка. Однако изначально у Джимми Кула был инвестор, который хотел создать как раз таки наоборот. Более взрослый мультсериал с более жесткими приколами и взрослым юмором. Позже все же было принято решение изменить, смягчить мульт, чтобы подходил под детскую аудиторию 5-леток. Внизу лавовые черви. Мой был вкусный. А мой отвратительный. Конечно же, Джимми Два Ботинка нравился детям, и у него много фанатов, которые хотели бы увидеть продолжение. Но, к сожалению, все закрылось, и продолжения ждать не стоит. Ну, а это был последний мультсериал на канале Jetix. Джимми Кул вышел в 2009 году, и хоть он и транслировался на Jetix, он все же больше рассчитан на канал Disney. Ведь именно в 2009 году и был закрыт Jetix. Во многих других странах канал проработал еще год, и где-то в 2010 году он закрылся окончательно. Сегодня, вспоминая Jetix, мы вспоминаем не только его замечательные мультсериалы, но и часть своего детства, наполненного яркими красками и беззаботным временем, в котором у тебя не существует проблем. Этот канал остается в наших сердцах как символ радости и незабываемых впечатлений. Ну что, я могу быть свободен? Я все сделал. Давайте наберем 5000 лайков.
Mm-hmm.